Всем хорошего дня, с вами самостройщик Леха, и я продолжаю строить свой подвал. В предыдущем ролике я уже сделал плиту перекрытия, она стоялась больше 2 недель, а значит можно приступать к следующему этапу, а именно сделать внешнюю бюджетную гидроизоляцию. Садитесь поудобней, наливайте, что у вас там есть вкусненького, и погнали! Чтобы приступить к гидроизоляции, необходимо демонтировать всю внешнюю опалубку, убрать все подпорки, все доски, всю мою фанерку, заодно и узнаю, что находится там под ней, насколько все получилось гладенько и аккуратненько, либо ужасно и красиво. Даже несмотря на то, что доски в основном никак друг к другу не закреплены, нет никаких подпорок, они просто на сантиметров 15-20 забиты в землю, демонтировать их довольно-таки сложно. Поэтому даже за 15, точнее какие 15, даже за 2 часа управиться я не смог. То есть ковырялся конкретно так больше 2 часов. Если вы не успеваете выполнить много задач или не хотите тратить личное время на выполнение тех или иных сложных физических работ, то в этом случае вам поможет удобный сервис Авито услуги. Просто заходим на сайт, переходим во вкладку услуги и находим нужных нам мастеров. Для себя фильтруем либо по отзывам, либо по стоимости данной услуги. Но если вы сами являетесь хорошим мастером или специалистом в той или иной сфере, то можете просто разместить свое собственное объявление на оказание каких-либо услуг, и клиенты сами будут вас находить и завалить вас большими горячими заказами. Очень удобный сервис по поиску мастеров, либо оказанию собственных услуг. Авито услуги. Все мастера в одном месте. Ссылочка на удобный сервис будет в описании. В отличие от опалубки, которая находится у входа, демонтировать опалубку, которая находится вокруг подвала, та самая, которая с внутренней стороны закреплена через шифер, было сложнее. Приходилось циркуляркой подпиливать все вертикальные стойки, они легко отваливались, а вот горизонтальные уже были прикручены к самому шиферу. При попытке их отвалить, отваливался сам кусок шифера, который это наращивал, который не хватало, вот эти вот по 70-80 по 8 сантиметров. В принципе, это было мне в плюс, потому что когда я пытался вверху подточить шифер, чтобы плита была аккуратная, идеальная, то есть ровненькая, так как шифер немножко выпирал на сантиметр, шифер все равно ходил, его колбасил, он отваливался. Поэтому лучше было полностью демонтировать, оставить только нижнюю часть шифера, которая и так была в клеенке, и ничего страшного бы не случилось. Поэтому я демонтировал всю внешнюю опалубку на 67 сантиметров, то есть на ту ширину утеплителя, которая будет утепляться в дальнейшем. Следующий этап был этап безопасности. Я немножко накидал туда земли, потому что ходить на глубине 2-2,5 метра, во-первых, царапаются все ноги, колени, потому что там торчат гвозди, какие-то доски. К тому же между промежутком подвала и самой стены находятся всякие обрезки, там шифер, гвозди, доски. В общем, что мог достал, что не смог не достал. Ну и к тому же еще техника безопасности, это мог случиться оползень. И когда бы я там лазил с гидроизоляцией либо утеплителем, меня могло просто завалить. Поэтому я обвалил на полметра, буквально 10-15 сантиметров до того уровня, который я буду непосредственно гидроизолировать, либо утеплять, я накидал земли.
Да, заняло это буквально 2-3 часа, зато это будет безопасно и комфортно будет работать, а не бегать там, не ползать в неудобных позах. Ну и последний подготовительный этап, это необходимо было убрать на тот уровень, где я демонтировал лист шифера, клеенку. Клеенка находилась, как вы знаете, между шифером и самим бетоном, то есть как дополнительная гидроизоляция. Но вот так как я демонтировал верхний слой шифера на 67 сантиметров, клеенку необходимо было убрать. Часть легко отрывалась от бетона, а вот остальную часть приходилось выжигать паяльной лампой. Клеенку выжег для того, чтобы моя гидроизоляция ложилась именно на бетон, а не на клеенку, потому что бетоном обгрызет лучше. Достаю мастику и мы начинаем готовить. 2 ведра было у меня, 2 ведра мне еще подогнал сосед. То есть в этом плане мне прям повезло, 4 ведра сейчас бухаю на весь этот подвал. Да, важно знать, как работать с мастикой, об этом есть инструкция прямо на банке, но все работают с ней по-разному. В основном ее бодяжат, насколько я знаю, то есть берут ведро мастики, там по-моему 18-15 килограмм и делают концентрацию 1 к 1, то есть вливают туда столько же дистоплива, либо вайспирита, все это перемешивают на холодную и наносят. Я так не работаю, у меня немножко по-другому, опыт был полезный, хороший. Я обычно беру либо ацетон, либо керосин. Берем 1,5-2 литра по вкусу на ведро, завариваем ведро, как завариваем, греем на костре, доводим до кипения, выливаем туда 1,5-2 литра керосина, и пока она кипит, то есть палкой помешиваем, чтобы оно еще было горячее, чтобы от нее пар шел. И вот в таком состоянии, в жидком состоянии, как кефир, либо как краска, наносим на стену, на потолок. Можно носить в густом виде, то есть в готовом. Это вот удобно в швах каких-то, либо в каких-то там на крыше. А вот когда что-то покрывать большой объем, то есть большую квадратуру, лучше, чтобы оно было прям очень-очень жидкое. И желательно, чтобы на улице было очень-очень жарко, чтобы она дольше остывала. Ну так у меня сейчас осень, сейчас уже вот октябрь заканчивается, поэтому работать приходилось немножко в неудобных условиях. Во-первых, бетон был не идеально ровный, но, как говорят художники, я так вижу, то есть нормально. Поэтому валиком катал гладкие поверхности, а уже зазоры, углубления, вот эти вот все извилины я катал мокрицей. Да, кстати, наблюдение мое личное, мокрицей почему-то расход меньше, чем у валика. Это, наверное, связано с тем, что пока мастика холодная, точнее горячая, она хорошо катается. Как только я катаю валиком по холодному бетону, она быстро остывает, затвердевает и все. И то, что остается внутри валика, оно просто замерзает, не успевает из него выйти. А с мокрицей так не происходит. Ну, это личное наблюдение, то есть летом, наверное, эффект был бы другой. Но у нас все не кстати, все у нас как-то вот в последнюю очередь. Поэтому как-то так. С входом в подвал я справился довольно быстро, туда ушло ровно ведро. Осталось сделать самую главную, самую качественную работу, это покрыть крышку. Крышку я уже делал немножко совсем по-другому, я уже не бодяжил с большим объемом, я наоборот стал сделать погуще. То есть на ведро 18 килограмм я бодяжил вообще где-то пол-литра, а то и литр всего лишь этого керосина, чтобы она была максимально густая. И катал только валиком. Расход был просто дикий, чтобы понимали, на всю крышку 2,8 на 3,8 ушло 1,5 ведра мастики. Ну то есть там слой был такой, знаете, от 2 до 3 мм, то есть прям такой королевский хороший битумный слой. Запашок был непередаваемый, но это того стоило. Это хорошая изоляция. Лучший вариант это сделать накатанную гидроизоляцию в 2 слоя, это было бы прям круто. Но она почему-то сейчас подорожала в связи с строительными ценами, да и к тому же нужно еще уметь правильно накатать. Вот с этим пока у меня проблемы, зато я умею обращаться с мастикой. Поэтому, если сомневаешься, что это мало мастики, можно сделать всегда побольше мастики, и все будет нормально. Сверху будет еще утепление, возможно, договорюсь, сверху еще будет баннер, поэтому с гидроизоляцией у меня будет точно все в порядке.
За один день не смог все сделать сразу, поэтому маленькую часть работы, а именно гидроизоляцию боковой части, то есть там, где будет пролегаться утеплитель, я перенес на следующий день. Тут, в принципе, то же самое. Грел, бодяжил немножко на литр, на 1,5 и наносил мокрицей. Просто по моим наблюдениям мокрицей лучше. Во-первых, во все поры, во все кружки в бетоне обязательно попадет туда этот битум, в отличие от валика. К тому же расход меньше. Но это мое наблюдение, поэтому я старался делать так. Во все поры, во все зазоры старался прям больше, прям густо макать, чтобы прям все, что можно было в битуме, в каучуке. Как говорится, много битума не бывает. Когда я закончил работу, мне осталось еще 2 литра. И в тех местах, где мне показалось вроде бы как бы недостаточно, я проходился еще раз и добавлял. То есть я старался выработать все ведро, чтобы потом ничего не оставалось. Вот так выглядит мой подвал на сегодняшний день. Как видите, даже если старый убитый сарай покрыт битумной мастикой, он сразу превращается в серьезный объект. На подвал потратил 4 ведра мастики, 2-3 дня настаивается, и в следующем ролике я все это утеплю и уже закопаю. На этом эпопея с подвалом закончится, останется только внутрянка. Но об этом будет позже. А с вами был самостройщик Леха. Всем счастливо, я в подвал.